Как продвигается вопрос привлечения силовиков режима Лукашенко к ответственности? Проект вышел на качественно новый уровень, так как сегодня у нас создается и вместе с тем уже активно действует рабочая группа из представителей правозащитных организаций, адвокатских контор, документирующих платформ, белорусской диаспоры, отдельных политических деятелей и активистов ряда европейских стран. Мы не раз говорили о том, что изучили правовые системы 12 государств с точки зрения прецедентов и практики применения механизмов универсальной юрисдикции. Также обработали более 200 заявок и выбрали 5 наиболее перспективных кейсов для возбуждения уголовных дел в рамках универсальной юрисдикции. Опытные адвокаты работают с потерпевшими в Литве, Польше, Германии, Швейцарии, Норвегии, собирают доказательства и пытаются найти механизмы, которые соответствуют в том числе особенностям национальных юрисдикций, чтобы довести дело, по крайней мере, до объявления преступников в международный уголовный розыск. В то же время, к сожалению, бюрократические причины становятся поводом для отказов или затягивания сроков рассмотрения заявлений, несмотря на активность местной белорусской диаспоры и немалое число заявок. Складывается впечатление, что прокуратура и следственные органы опасаются создать прецедент, который может повлечь за собой определенного рода последствия. Вопрос формального подхода к делам жертв режима Лукашенко остро поднимается руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко на различных встречах самого высокого уровня. Работа в этом направлении ведется постоянно и всей командой юристов и экспертов НАУ, вовлеченных в проект. Хочется в очередной раз обратиться к лицам, принимающим решения, достучаться до них и напомнить, что попустительство пыткам привело к захвату Боинга, к миграционному кризису, к втягиванию Беларуси в войну и постоянной проблеме Лукашенко в регионе. Да, дела в рамках универсальной юрисдикции не рассматриваются одним днем. Это вопрос и не одного года. Но есть ли у нас право затягивать эти вопросы? Посмотрите, к чему ведет безнаказанность. Мы видим новую волну репрессий, необоснованные задержания, сутки по второму, третьему, по бесконечному кругу, переполненные ЦИПы и ИВС, нечеловеческие условия содержания. Политических называют специальным словом «контрольные», а в местах заключения помечают желтой биркой. Это происходит в центре Европы. Нам часто задают вопросы, пишут, когда же будет прогресс, хоть по одному кейсу. Поверьте, мы каждый день работаем, ищем пути решения и ждем ответа на тот же вопрос. Недавно принятая резолюция Европарламента – это, кстати, важный промежуточный результат такой работы. В ней передан четкий сигнал парламентам и правительствам стран. Государства-члены должны продолжать оказывать помощь демократической оппозиции, гражданскому обществу и правозащитникам. Что это может быть за помощь? В данном случае конкретная. Продвижение дел о пытках и других преступлениях против человечности в рамках универсальной юрисдикции. Привлечение преступников к ответственности. Демонстрация того, что своей основополагающей деятельностью страны Евросоюза ставят защиту демократии и прав человека. И наказание преступников неизбежно. Режим не вечен, а у этих преступлений нет срока давности. Как белорусы могут помочь этому процессу? Помочь себе мы можем только сами. Потерпевшие могут и должны защищать свои права. Писать запросы в госорганы стран проживания о том, почему не продвигаются их дела. А если это безопасно с точки зрения нахождения родственников в Беларуси, то открыто рассказывать о ситуации в местных независимых СМИ. Если бы Павел Латушко, Светлана Тихановская и другие лидеры демократических сил не стучались во все двери на самом высоком уровне, не писали бесконечных писем, аналитических и памятных записок, не говорили о проблемах Беларуси в каждом интервью, не была бы принята и резолюция Европарламента по Беларуси. Мы не перестали бороться и надеяться на справедливость. Так говорите об этом. Прямо сейчас мы активно ищем белорусов, которые подверглись незаконному задержанию и пыткам на Окрестино и сейчас проживают на территории Германии. Если вы пострадали от насилия со стороны режима Лукашенко и проживаете на территории Германии или любой другой страны, свяжитесь с нами через чат-бот Now. Ссылка в описании.